хотят себе белого мальчика и все. Стены сжимаются. То есть они учили русскому, а говорили, что это английский. 37,2. Прям как будто болею. $4000. И никто не шарит, откуда ты на самом деле. Hola, what's up? Это Нави, и я Дима, и мы собираемся поехать сегодня. Угомонитесь вы там уже все. Поедем в город Хойян, исторический город, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот, мы поедем вместе с Олегом. Познакомились мы здесь случайно. Об этом позже расскажу, как мы познакомились. Он жил в Китае, у него девушка китаянка, он живет сейчас здесь. Поспрашиваем у него также, он работает учителем, я думаю, интересно будет послушать его. Вот, так что поехали, погнали. Вот здесь надо было видео записывать. Hello there, everyone. Город находится в 30 километрах, так что долго ехать не придется. Не забываем вынести мусор, когда уходим из дома. Hello. Здорово. Привет. Where's the alcohol? Вот это и Олег, но мы с ним попозже познакомимся. Байки прячем здесь всегда в помещении. Говорят, их воруют во Вьетнаме. Везде вот в таких отелях есть помещение специальное, где запирается все. Что говоришь? Я говорю, нужно будет заполнить декларацию по выезду, температуру померить, все дела, и все да. будет четенько. В прошлый раз мы пытались в другую сторону ехать, и у нас как-то случайным образом забрели куда-то. Выехали за пределы города, и поэтому, когда мы возвращались, пришлось мерить, короче, температуру. Знаешь почему? Мы выехали за пределы провинции. За пределы провинции. Да, А в здесь? провинции мы можем. Хойян Хойян это это- та же провинция. Все, погнали тогда. Погнали, посмотрим Хойян. Да, Днем там тоже прикольно. да, полетаем на дроне. Yeah, let's go to Хойян. Chupa chapale. Так, заполняем бланк. I don't understand. А, Do you have English translation? Do you have? Здесь все на вьетнамском написано. Наитang Мамси. I don't know. Мы не понимаем. Короче, чтобы поехать в другой город, нам надо заполнить это. Passport number. Паспорт. Воспользуемся моим переводчиком. Google Translate. Делаешь такую камеру, наводишь, и он переводит. Контакт, адрес in Vietnam здесь. Next. Because it was hot. We were driving and it was hot. I think it's normal, just it's hot there. Same. 37,2. Прям как будто болею. Может, потому что жарко. Вообще не чувствуем мы болезнь. And more hot we got our mask. Yes, we go by We have now. a lot of masks in our- Так, вот и все. Ну да, до нас не докопались, как до тебя. Хотели не пускать. Them. Я говорю, надо плойку забрать в Хойяне, срочно. Что за бред? Плойку. Some people are riding bikes as well. Так, мы купили маски, и сейчас мы в центре, да? Нам сюда. Центр Хойяна, центр Хойяна, центральный парк. Яна. И сейчас пойдем пешком гулять здесь. Давайте заценим этот городок. Да.
заценим. Пойдем найдем какое-нибудь еще местечко и поговорим по душам. Отличная идея. Ты такой, о, отличная идея, такие постановка. Да, сразу можно заметить, что здесь везде эти фонарики прикольные, которые я видел в интернете. Жалко, они не горят сейчас. Раньше они горели. Да, сейчас все выключено, все закрыто, но это не мешает нам посмотреть архитектуру, вообще местность, потому что весь сам город в ЮНЕСКО, и его нельзя от нас закрыть. Как тебя зовут, сколько тебе лет и откуда ты? Так, зовут меня Олег, мне 24, недавно исполнилось, и я из Киева. Уже 5 лет живу в Азии. 5 лет. А где ты жил до этого? Сначала жил в Китае 4 года, в Шэньчжэне, в Гуанчжоу, и потом переехал во Вьетнам, потому что в Китае стало слишком сложно дышать. Почему? Потому что курс меняется, правила ужесточаются, и я нашел Вьетнам более спокойным и комфортным местом для жизни после Китая. Еще Я путешествовал, наверное, лет с 16, сначала автостопом, потому что денег не было. Почему решил поехать в Китай? Вот, да? Все было, на самом деле, поэтапно. Сначала Украина, потом Европа, потом Турция. А в Турции просто тревел, да? мы каучсерфили у разных людей. И один чувак стюардом работал, говорит: «Тю, а что вы тут не делаете ничего, не работаете? Смотри, вон у меня девушка русская в Китае, работает учителем. У вас английский тоже неплохой, почему бы вам не попробовать?» И все, и мы связались, она подсказала, что, где, как, и уже через полгода я был в Китае. Оказывается, Хайян это была столица Вьетнама до всяких войн и всякой этой фигни их. Вот. А здесь обычно толпы людей, куча китайцев. Ну, когда я смотрел видео, так, по крайней мере, было здесь, вот на этой улице, на этой набережной. Лодочки катаются везде, все открыто, кафе. Люди ходят, сейчас здесь прям как будто апокалипсис, все вымерло. Никого нет. Ну так, изредка проезжают на велосипедах и на байках местные жители. В принципе, на этом все. В принципе, это прикольно даже. Что-то в этом есть интересное. Цены, говорят, здесь дешевле намного, чем в Дананге даже. Хоть это и довольно туристическое место, но все равно. И, в общем, архитектура осталась такая больше китайская, японская. Сохранили как туристический город. Откуда у тебя уже был английский, ну типа с нашей системой образования? Ну, английский у меня был изначально очень плохой, как и у всех. И уже вот когда поехал в Европу, мы тогда все время каучсерфили. То есть мы максимально каучсерфили каждый раз, и все были англоязычными. Вы прям долго жили в Европе? Да, да, да. Ну, где-то месяц-два. И после этого еще в Турции где-то месяц. И каждый день мы общались с разными людьми. Камера пищит. А, это не камера. Так вот, thanks. И после этого каждый день ты живешь с разными людьми, тебе нужно с ними общаться, поддерживать общение, чтобы быть интересным для них. И ты хочешь что-то узнавать, ты постоянно с телефоном переводишь, повторяешь, и все. То есть и постоянная практика, да? Да, да, ты в стрессовой ситуации, у тебя нет другого выбора. Тебе нужно что-то приготовить, и ты думаешь, как же будет сковородка. То есть Олег знает английский, ну, чтобы вы знали прям хорошо. Вот, то есть, если бы я, наверное, не знал, что он там из Украины, там, или
откуда-то, то я бы не понял, что там он не американец или с какой-то другой страны. Ну, как с моим уровнем знания, я не особо разбираюсь, но я, ну, то есть слышу именно акцент, как будто либо он жил в Да, и Америке. я этим успешно пользуюсь при устройстве на работу. И у тебя девушка, да, также из Китая? Да, у меня девушка китаянка, мы уже 2,5 года вместе. А сейчас где она? Она сейчас вернулась в Китай, потому что мы ездили вместе в Украину, и она не смогла бы сюда вернуться, во Вьетнам, потому что въезд закрыли китайцам. У нее был вариант только домой. И ты не мог в Китай, да? Да, я не мог тоже в Китай, потому что визы не давали. Вот так вот карантин разлучает еще людей. Как встречаться с китаянкой? Ну, типа, какие-то есть какие-нибудь странности, с которыми разные менталитеты? Ну это очень обширная тема, Ну, на так, самом деле. Вкратце вообще, как Вкратце я могу отношения так сказать, складываются? что мои отношения с моей девушкой отличаются от того, что я слышал у других соотечественников, которые встречаются с китаянками. Мне повезло, моя девушка хорошо говорит по-английски, и у нее есть рвение к познаванию западного мира и культуры. Она всегда прислушивается и пытается что-то имплементировать на себя. Поэтому у меня нет особых трудностей, она всегда прислушивается, я прислушиваюсь. Знаешь, это очень важно друг друга слушать в отношениях и находить точки соприкосновения. Многие консервативные, они не хотят меняться, они хотят себе белого мальчика и все. Я поменял 8 работ за первые полгода в Китае. Потому что я устраивался, работал 2 недели, я понимал, что у меня плохие условия, я могу лучше, я увольнялся, находил другую работу. Но что китайцы, знаешь, они работают, так сказать, от лоха. Так, $700 тебе хватит? Я такой, конечно ж хватит, это ж неплохие деньги. А потом через 2 недели ты понимаешь, что тебе визу делать и квартиру нормальную снять, и ты понимаешь, что это вообще не вариант. И поэтому передоговориться не получается, типа, алло, мы же уже договорились. Поэтому проще просто свалить. В итоге какая была зарплата максимальная в Китае? Дошло до чего? Ну, самое большое, что получалось, это $4000. Ну, неплохо. Но я тогда очень много работал, без выходных, с утра до вечера. На эти деньги, да, можно, в принципе, поработать какое-то время, потом в Европе спокойно жить, да, например? Да. Но есть много соблазнов. Если ты живешь в большом городе, то у тебя начинаешь больше тратить. Ты начинаешь больше тратить, и все стоит достаточно дорого. В Шэньчжэне, например, сейчас снять квартиру это от $800 тысяч, чтобы нормально это, была кстати, квартира. ситуация многих затрагивает, когда ты больше начинаешь зарабатывать, а тратить еще сильнее, да, и тебе постоянно денег не хватает. Но в целом, как там жилось в Китае, что, ну, плюсы и минусы какие-то? Жилось очень прикольно. Сейчас я разберусь с этой трубочкой. Очень прикольно, очень много возможностей, потому что ты белый, и открывается очень много возможностей. Было много халтурных работ, халтурным музыкантам, или просто посидеть на конференции китайцев, видя их белого эксперта откуда-то из Америки. И никто не шарит, откуда ты на самом деле. Но уже это все закончилось, время. Уже так вряд ли получится делать, потому что они уже прошарились. Кто есть кто. Ну, знаешь, очень многие люди просто ленятся. Они начинают чувствовать вкус этой жизни, когда деньги легко достаются. И они расслабляются, они перестают развиваться. Они просто зарабатывают, много тратят. Уже на следующий день организовывают себе классную жизнь. А потом, когда заканчивается их виза, и они не могут открыть новые, им приходится просто уезжать ни с чем. Нужно иметь силу воли, чтобы откладывать и иметь какой-то дальнейший план. Не останавливаться на этом.
живется тебе во Вьетнаме? Какие здесь плюсы и минусы? Но я когда переехал с Китая во Вьетнам впервые, я вздохнул с облегчением. Во-первых, я увидел голубое небо. В Китае это очень тяжело увидеть из-за смога. Да, вот это самый главный минус, наверное, в Китае, что там все заблокировано, там очень медленный интернет. Да. А здесь я просто сейчас после Филиппин, я кайфую, да? Где лучше жить? Вот сейчас, в Китае или... Знаешь, у меня диссонанс на самом деле, потому что у меня отношения остались там. Моей девушке Вьетнам сейчас не интересен, она хочет более прогрессивное место, а не регрессивное. Ну, в плане производства и так далее. Больше возможностей строить будущее, делать карьеру. Мы раздумываем варианты о западных странах, ну, как эмиграция. Она все равно хотела учиться. Какие, например? Рассматриваем сейчас Канаду или Австралию, думаем об этом. Ну, можно вот как вместе такой вариант рассмотреть. А пока что, я думаю, либо здесь остаться, либо вернуться в Китай, чтобы заработать еще денег. Улицы не для клаустрофобов. Конечно, and like that. Стены сжимаются. Вообще, я первый раз по такой улице иду. Узкой. На самом деле, прикольное ощущение. Собака лает на нас и в то же время облизывает ноги. Такое у нее неоднозначное чувство к нам. Может, просто ей Нави не нравится. А чем отличается работа учителем в Китае и здесь? На самом деле это удивительно, но в Китае платят больше, а требований меньше. В Китае можно быть полным оболтусом с плохим знанием английского, и все прокатит. Типа, а вот с моим знанием английского можно уже работать Конечно, в Китае? Да? конечно, да. Ну, то есть, в принципе, достаточно там детям показывать, там, this is battle, да? Там, Но я тебе типа больше такого. того скажу, были чуваки, которые ехали в очень глухие провинции, и они не знали английского совсем. То есть они учили русскому, а говорили, что это английский. Это вообще грустно. Ну это Монголия, вот, то есть там полная задница в деревнях. Это уже... Они зарабатывали, конечно, тоже не так уж и много, но они учили русскому. Говорили, что это английский. Да, вот смотрите, вот стоит подумать, кому нечем заняться. Ну, типа, мой уровень английского за полгода, это спокойно просто вот так говорить периодически или если... Да, это естественный путь. Да, вы просто путешествуете или куда-то ездите, или дома. Немного практики, вы можете уже зарабатывать. Вот какие деньги можно в Китае, во Вьетнаме зарабатывать вот с таким, с маленьким уровнем английского? В Китае это будет больше, но опять же не забывайте про полицию, да, и про то, как все в Китае работает. Да, там Сейчас это строго. Очень изменилось, уже все не так спокойно, как было, поэтому я бы, наверное, не рекомендовал сейчас двигаться в Китай. А вот сколько бы я мог зарабатывать во Вьетнаме, например? На начальном уровне, я думаю, начинаю от 600-700 долларов. Ну вот. А это как раз тот уровень денег, который, в принципе, здесь нужен для жизни начальной. Ну, я знаю, в Начанге там по 300-400 долларов листовки раздают русские, и украинцы живут так, выживают, им тоже нравится. Не знаю ничего про этот мост. Я же вам не Википедия, но это супер древний японский мост. Просто прикоснуться только к этому. Очень грязная речка. Так, шучу. На самом деле, обычно здесь просят деньги за вход, но если ты говоришь, что ты там живешь, тебя запускают без оплаты. Это как закрытая часть, музейная города. Тут тоже лавки, отели. Прям такой очень старый район. It is open.
А как ты сейчас работаешь вот во время этой эпидемии? Сейчас моя школа перешла в онлайн. Все классы работают как онлайн, да. Ну это круто, да, что не потерял работу, Да, получается. не круто. Лучше ходить на работу. Не, лучше ходить, но все равно Да. лучше, чем ничего. Сейчас Да. бы, если б они просто Да, закрылись бы. источник дохода есть. Да, хоть, ну какой-никакой, поменьше, да, на... Да, поменьше, потому что меньше классов. Примерно какая вот сейчас средняя зарплата выходит, вот, если работать прям до эпидемии? Ну, если ты будешь работать прям как вкалывать, даже без Вкалывать это выходных. сколько часов? Ну, давай возьмем так, В среднем с понедельника просто, по не вкалывать. пятницу. С понедельника по пятницу будешь работать утро и после обеда, и по выходным будешь работать с 9 до 6 классы. С 9 утра до 6 вечера? Да. С обеденным перерывом 2 часа. Ну, я люблю работать много, мне, в принципе, Ну да, прикол. вот, ну вот такой, да, полная загруженность. Я думаю, можно получать 2500-3 тысячи долларов. Но это прям потолок, наверное. Это- Сложно до этого добраться Да, уровня. ну, даже 2-1500, круто. Ну, для этого места, если, чтобы Да. вы понимали, если здесь жить можно на 700 нормально, Но опять же, одному нужны человеку. сертификаты, нужен опыт, нужно пройти Да. интервью, нужно составить конкуренцию. но нужно, да, все это сначала вложиться немного. Закат идет красиво, мы продолжаем гулять. Очень, прям очень тут круто. Прям хочется постоянно снимать и снимать. Вот то видишь, это видишь. Ну прикольно. Я, короче, решил, что еще раз сюда приедем, когда вот это все заработает, когда вот ночью начнут загораться огоньки, приехать и снять прям вот именно об этом городе мини-кино, потому что, ну, реально круто. Ну, и сделать там с закадровым голосом, там все по красоте, все дела. Вот, а так, потому что очень круто, да. И поснимать для стоков эдиториал прям в 4К, со штативом прийти, разложиться, таймлапсы всякие поснимать, таймлапсы с коптера. Короче, ну, прям есть что поснимать. Быт какой-то людей. Вот, будет прикольно. Да вообще здесь жить было бы прикольно, наверное. Если от города устаешь, то вот сюда перебраться. Самое то. Да, давайте найдем лодку. Олег хочет попробовать все-таки найти лодку, но мне кажется, для них просто это слишком палевно, типа, ты выплываешь, сразу видно, и Вот в ту сторону. турика возят сразу. Вот антуражненько. Хачам окей. 300 хочет. Я говорю, давай за 200. Как вам Lại такой ra cho нормально? đang thấy bờ. Четко. 200, yes? В общем, нашли, кто у нас покатает. 20 minutes, yeah? Hi, my phone. Еще и хавчик здесь есть. Да. Мое почтение. Да, отлично. Đây 20 phút. Không ăn. Покатаю нас за 200 тысяч, это где-то 10 долларов примерно на доллар, если переводить. Может и правда с дрона поснимать. Что ты посоветуешь зрителям, чтобы не унывать сейчас? Чтобы не унывать, я Да. посоветую вам открыть интернет и
попытаться себя улучшить. Ведь мы все не идеальны, и есть много моментов, над которыми можно поработать. Да, сейчас как раз освободилось время развивать себя. Можно попробовать что-то новое, можно вспомнить что-то старое. Сейчас не обязательно ходить куда-то, чтобы чему-то научиться. Все можно найти самому. И это будет даже интересней. В общем, мы на крышу тут забрались. Лодки этой будем сейчас кушать. Сейчас Олег с ними торговался. Спрашивает, сколько стоит еда? Они говорят, 100 тысяч на каждого. Типа, как 100 тысяч? Это ж так дорого. Может, 150 на всех? А, ну да. Притом туда будет входить еще кофе, чай. Короче, оказывается, ну вот так в Вьетнаме. А мы тоже на рынке подходим, спрашивают, сколько стоит? 200 тысяч. Что-то не то. Ну и просто идем дальше к другим. А надо просто сказать. Да, надо а, сказать. может 30? Да, а, да. да, 30 тысяч. Да. Так, снимаю на телефон, у меня батареи закончились все. Я забыл снять. Здесь был рис. It's like pad thai. Рис с креветками и с кальмарами. А вот это вообще бомба. Как это называется? Мисалбо. Мисалбо. любимое блюдо. Это китайское. Да, в южно-китайской кухне есть похожие блюда. Мисалбо. Нужно запомнить. Прям классно. И орешки, и креветки, помидорки. Возвращаемся к байкам. Вот здесь вот эти огоньки, они не горят. А в обычное время они должны гореть. Поэтому здесь очень темно. Вот, короче, я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали это. Ставим лайк. Не забыли поставить лайк? Точно? Я проверю. Все, пока-пока. Пока-пока.